Здравствуйте, дорогие друзья. И снова сегодня четверг, и снова сегодня шоу «Безос курит». Мы выходим уже полгода каждую неделю, и у нас самые крутые гости, только специалисты в области, в сфере e-commerce. И сегодня один из них – это Евгений. Как мы сегодня говорили, как мы говорили в анонсе к этому шоу, что мы будем говорить про Shopify и Amazon вместе или вместо. Евгений большой в этом специалист. Я думаю, что... Женя, привет, во-первых. Привет. Привет. Я надеюсь, что после Что да, вот этого да. вот... Давай ты, хорошо, давай с тебя начнем. Ну, смотри, то есть я хотел бы, чтобы ты немножко в общих чертах о себе представился, потому что то, что было в анонсе, мне кажется, это слишком мало от того, что есть на самом деле. Я скажу заранее, у меня есть один партнер, его, в общем-то, все знают в наших группах, вот, с которым мы сейчас работаем, и он сказал, что несколько недель или дней назад он одним из своих друзей дал твои контакты, вот, и они потом ему перезвонили и сказали: слушай, спасибо, что ты поделился такими контактами, это очень крутой чувак, он нам очень помог, просто буквально с первой консультации перевернул наш взгляд на весь этот процесс. Ух ты, круто. Я абсолютно серьезно, это за что купил, за что и продал. То есть это вот буквально мне вчера мой партнер сказал. Вот, поэтому расскажи, чем ты занимаешься, что ты делаешь и твой уровень компетенции в этом вопросе. Круто. Ну, смотри, во-первых, я искренне желаю, чтобы в заставке после сегодняшнего вебинара еще, помимо рядом с другими логотипами Amazon, eBay и прочим, еще появился логотип Shopify. Вот, было бы круто. Ну да. Да. Во-вторых, ну, давай, есть у меня, скажем, подсказки в первую очередь для самого себя, да, там небольшой набор слайдов. Давай мы его включим, и легче тогда будет отвечать на все вопросы, да? Так, хорошо, давай так. Окей. Так, и теперь мне только осталось разобраться со сложным вопросом, как переключать слайды. Есть такое, супер. Так. Давай тогда, пока ты готовишься, я скажу нашим зрителям, уважаемые зрители, все, кто нас сейчас смотрит, где бы вы ни смотрели нас, мы выходим одновременно в 8 группах в Фейсбуке и на нашем канале на Ютубе. Где бы вы нас не смотрели, у вас есть всегда внизу такое поле, оно называется post a comment, или на вашем языке оставить комментарий на русском языке, или как-то по-другому. Вы всегда можете оставить комментарий, вы можете задать свой вопрос, и Евгений честно и откровенно сегодня нам на все эти вопросы ответит. Я его не отпущу, пока мы не получим ответы на все вопросы, начиная до последнего. Пусть будем сидеть до вечера. Я никуда не тороплюсь. Да, договорились. Все, давай, Женя, теперь твой выход. Давай, рассказывай, кто ты? Я руковожу компанией, которая называется, вот очень длинно, да, в официальных документах, Xteta Management and Merchandising. Это ирландская компания, наши ребята-сотрудники есть в 5 странах мира. И мы являемся сертифицированным Shopify экспертом. У Shopify вообще на самом деле вот 2 уровня партнерства есть. То есть первый как бы такой более низкий – это Shopify Partners, и есть около 50 компаний в мире, которые имеют статус Shopify Experts. Это означает, что мы получаем заявки, лиды, да, заказы непосредственно от самого Shopify, к нам отправляет людей на заказы. Мы имеем доступ к технологиям, которые не имеет ни один другой партнер или ни одна другая компания, которая занимается Shopify. И мы в силу этого видим немножечко дальше и можем предложить нашим клиентам именно то, что будет для них работать не просто сегодня, а завтра и послезавтра. Вот. И таким вот безобразием мы занимаемся уже, ну, наверное, на протяжении 6 лет. Мы начинали просто с разработки интернет-магазинов. У нас было несколько своих собственных таких e-commerce проектов, на которых мы тестировали различные подходы и технологии. И вот вся наша команда, тогда относительно еще небольшая, из нескольких человек, но каждый из них имел опыт работы в sales и маркетинге, в том числе e-commerce, на совершенно разных позициях. Например, там, мой бэкграунд, да, я успел там 10 лет проработать в такой корпорации, как Microsoft, и это в какой-то степени наложило отпечаток на стремление использовать вещи, которые будут работать не просто сегодня, будут работать завтра, на понимание того, как работает маркетинг, как работает sales и что требуется для того, чтобы ты мог делать поставленные перед тобой задачи. Вот. Круто. Извини, это если в 2 словах.
Извини, сразу вопрос. Ты в Microsoft что делал? Ты в рамках разработки чего-то или именно в sales тоже? Ну, то есть мне интересно твой предыдущий бэкграунд в этом вопросе. Смотри, у меня было несколько sales и маркетинг позиций. То есть это позиции, на Ага. которых ты отвечал либо за продажи, либо за маркетинг. Окей. Самое интересное из них было, несколько лет я был anti-piracy менеджером. То есть это человек, который отвечает за легализацию, да, и за продажу вот продуктов тем, за продажу легальных продуктов Microsoft тем, кто раньше их не использовал, а использовал там нелицензионные. Вот. И в силу этого Круто. там приходилось совмещать и сейловый подход, да, и маркетинг, и где-то там пиар в том числе. Поэтому вот такой вот маркетинг-микс, он, знаешь, он тебя немножечко закаляет. И ты когда приходишь уже практически в любое другое направление, у тебя уже есть наработанные какие-то стратегии, которые ты можешь пробовать, там, какая из них выстреливает, какая нет, и достаточно быть гибким в выборе таких стратегий. Окей, классно, окей. Хорошо. Так, Я думаю, у что... тебя всё по слайдам? Давай, да, давай пойдем по слайдам, как бы. Я думаю, Окей. что имеет смысл, наверное, переключиться на, собственно, вопрос, который у нас вынесен в анонс. Чем отличается Shopify от Amazon и работают ли они против друга или вместе? Да, то есть вот Я... смотри, Мгм. извини на секунду, смотри, вот Давай. мое видение, да, что, Мгм. ну, и, по крайней мере, моя практика заключается в том, что сначала все приходят на Amazon, потому что Amazon закрывает большую часть вопросов, связанных с e-commerce, да, Мгм. вот. А потом, когда уже на Амазоне все как бы выстроено, тогда уже открывают Shopify. Мгм. Но это так или есть обратная реакция, когда Shopify идет на Amazon? Как вот здесь работает? Ты знаешь, если вот смотреть там на исторический тренд, то, в принципе, ты прав. Очень многие люди, которые там наелись немножечко амазоновских причуд, они начинают Мгм. искать альтернативу. Альтернативу в качестве другого канала продаж, где есть большая свобода, где есть в каких-то случаях и большая прибыль. Но бывает и обратная ситуация. Обратная ситуация, как правило, возникает, когда либо человек начинает с какого-то там дропшиппинга, да, и это нормальный подход. И из дропшиппера там вырастает в какого-то уже там PL-щика, да, или там человека, который занимается Ну, wholesale. wholesale, скорее всего. Да, Ага. либо, ты знаешь, у нас вот за последний год интересный такой тренд наметился, к нам стало очень много приходить брендов из бывших стран СНГ, да, из Мгм. Восточной Европы, которые построили свой бизнес вот локально в своей стране, которые сделали хороший, классный продукт и которые хотят со своим продуктом, со своим брендом выходить на западный рынок. И вот здесь вот уже они начинают в первую очередь смотреть все-таки на Shopify как на платформу, которая дает больше трастовости, больше доверия бренду. Обычно это достаточно там, крупные успешные компании. Там, вот среди последних я могу назвать такую компанию Fishing Planet. Это, если ты знаешь, один из лучших и крупнейших в мире симуляторов рыбалки на игровых платформах. Xbox, PlayStation и так далее. И не так давно они запустили новое И объединение. рыбалкой не занимаюсь, и на Xbox не играю. Вот. Но у них как бы там такое количество игроков ежемесячно, да, которое измеряется там сотнями тысяч. И ребята Мгм. недавно запустили свой бренд рыболовных снастей реальных, да, физических, то вот удочек, катушек, которыми вот уже в реальном мире можно Ну, это ловить рыбу идеальная и схема. получать Это кайф. идеальная схема, мне кажется. И они пришли к нам, мы им помогаем вот сейчас выходить на международный рынок, точнее, как бы они уже Ага. продают в США, продают в Канаде, продают в Европе, достаточно успешно раскручивается и, в общем, такой достаточно интересный как бы бренд. Поэтому есть ситуация, когда люди начинают с Shopify и, создав уже имя себе, начинают смотреть на другие каналы продаж, в том числе и на Amazon. Я понял. Смотри, объясни мне тогда, что такое Shopify. Потому что, на мой взгляд, я Мгм. обыватель, я не знаю, что такое Shopify. Для меня что это? Shopify это то же самое, что WordPress, потому что на нем Мгм. можно создать сайт, прикрутить платежную систему Мгм. собственно, осуществлять какую-то продажу, ну, или просто вести блог не пойми о чем. Вот что для меня Окей. такое Shopify. В чем я не прав? Или я прав частично? Ты знаешь, ты прав отчасти, и абсолютно точно могу сказать, что это достаточно устойчивое представление. То есть ты абсолютно не одинок в этом.
И с этого достаточно многие начинают, которые к нам приходят. То есть называя Shopify, скажем, конструктором сайтов. Ты правильно сказал, как альтернатива там WordPress или там Ну Wix да, или Tilda или WordPress или чего-то какая-нибудь другого. еще Да. там тильда И какая-нибудь. да, да. И это правда где-то процентов на 10. Потому Окей. что Shopify действительно имеет конструктор, позволяющий быстро создавать суперпрофессиональные магазины. Более того, этот конструктор где-то месяц назад был существенно обновлен, и по возможностям это просто теперь там продукт мега мирового уровня, который еще и делает, наверное, самые быстрые e-commerce магазины. Но Shopify это все-таки не про конструктор. Shopify это про e-commerce платформу. Когда я говорю, что такое e-commerce платформа, это, знаешь, вот как швейцарский нож для e-commerce бизнеса. То есть ты берешь инструмент, в котором у тебя есть все. В котором у тебя есть возможность сделать сайт, возможность использовать fulfillment, у Shopify свой fulfillment, да, возможность использовать свои собственные платежи, возможность автоматизировать рекламу там в Google, Facebook, email-маркетинг, возможность подсоединить бухгалтерию и так далее. То есть Shopify задача в том, чтобы любому начинающему предпринимателю в e-commerce дать в рамках платформы Shopify все, что ему необходимо для запуска бизнеса, но с маленькой поправочкой. Если тебя по каким-то причинам не устраивает то, что тебе дает Shopify в качестве своего решения, ты всегда можешь использовать решение третьей стороны. Например, тебе там по каким-то причинам не подходит Shopify Payments, да, который позволяет тебе принимать платежи картой. И ты можешь подключить там один из сотни других провайдеров, которые примут этот платеж карточный. Тебе там по каким-то причинам не устраивает Shopify Fulfillment Network. Супер, ты можешь использовать один из нескольких сотен фулфилментов, которые имеют интеграцию Shopify, начиная от Amazon FBA и заканчивая там разработками. Я знаю уже у многих ребят, чьи преп-центры известны в амазоновском сообществе, у них уже есть интеграция с Shopify. То есть можно сравнить это, наверное, знаешь, с каким-то вот бизнес-центром или коворкингом, когда ты приходишь, тебе дают все готовое, только вот садись и работай. Но если тебя по каким-то причинам не устраивает там кофе, которое тебе готовят в этом коворкинге или бизнес-центре, ты всегда можешь спуститься вниз и купить где-то его там, еще не знаю, там в соседней Принести кофейне, свой. забегалке и так далее. Да, или принести свой, точно. Окей. Слушай, Вот. тогда вот ты здесь сказал про fulfillment, небольшое отклонение. То есть у Shopify есть fulfillment, ну, меня интересует там Да. США в данном случае, Да, да? да. У Shopify в США есть свой fulfillment. Они запустили его чуть больше года назад. По ценам он на сегодняшний день выглядит интереснее, чем multi-channel fulfillment от Amazon. И при этом как бы работает быстрее. То есть где-то у них 92-93% всех заказов, они улетают в течение 5-6 часов после поступления заказа. Но поскольку У они них его... есть two-day shipping или нет? Или это Да, не так? да, есть. Да, конечно. У них есть Просто... two-day shipping и есть Ага. next-day shipping. Ага, то есть, Вот. окей. И они сейчас его активно развивают, причем развивают по модели мерчендайзинга, да, то есть ты можешь, если у тебя есть там какой-то свой fulfillment, такой логистический бизнес, ты можешь к ним податься, они тебе дают фреймворк, они тебе дают софт, они тебе дают стандарты, процедуры, все прочее, и ты попадаешь как бы вот в сеть Shopify Fulfillment Network. То есть главное, чтобы ты придерживался стандартов обработки заказов и использовал тот софт, то программное обеспечение, которое они тебе дали для обработки этих заказов. Пока у них есть ограничения, они берут не всех на Shopify Fulfillment. Где-то просят, чтобы хотя бы было 10 отгрузок в день. Вот. Но Ну, это 10 как бы там... в день это совсем мало. Я просто, Ну, в когда принципе, да. несколько месяцев назад у меня была серия шоу про самый лучший преп-центр, вот, и мы тогда говорили в том числе про Deliver.com. Потому что Deliver.com, типа стартап года какого-то 19-го или что-то типа того, вот, они созданы под Walmart. Ну, то есть Окей, Walmart да. некий промежуточный этап до того, чтобы... Ну, Walmart берет только крупных продавцов к себе, уже проверенных, с хорошими продажами. А если ты еще не дошел
дошел до этого уровня, то вот deliver.com, и то есть это большая система. Но вот про Shopify я как-то даже или не задумывался, или даже не слышал о том, что у них есть своя сеть фулфилментов. Но их примерно столько же, сколько и Deliverr, или ты не знаешь? Ну, то есть, Я не знаю, у них как бы цифры Deliverr, да, я вот знаю, что на сегодняшний день они работают по территории США, и их количество вот как бы достаточно для того, чтобы они покрывали всю территорию США, ну, скажем, основную, да, вот и делали 52 штата. тудей-шиппинг, да? Да, и делали вот такой вот тудей-шиппинг. Окей, очень окей. Хорошо, давай вернемся к твоей презентации. Еще какие различия у нас есть между Amazon и Shopify, плюсы и минусы? Ну, смотри, мы часть из них обсудили. Я бы сказал, что есть еще пару таких критически важных. В случае с Амазоном деньги ходят через Amazon. То есть Amazon фактически берет со своих покупателей, да, деньги и тебе их каким-то образом там потом выплачивает. В Shopify деньги берешь, в общем-то, ты как продавец. Ты для этого используешь какие-то сервисы, там типа Stripe, PayPal и так далее, но деньги берешь ты, то есть Shopify фактически их не касается. И это, в принципе, достаточно важно с точки зрения там безопасности твоего кэшфлоу. Мы знаем много случаев, когда Amazon просто забирал у тебя деньги. Ну, вот такой и нет истории. Есть история с сервисами, которые берут карточные платежи, да, на твоем магазине, типа того же Stripe. Но при самых страшных ситуациях, вот, о которых я знаю, деньги возвращаются всегда. Может быть, так сказать, там через 90 или там 120 дней, но они возвращаются всегда. Дальше. У Amazon достаточно закрытая, как ты знаешь, политика в отношении данных о покупателях. Да, и это очень большая проблема, конечно. И это проблема. В Shopify данные о покупателях абсолютно открыты, ты их полный владелец, и ты можешь их использовать как угодно, в том числе и для повторных покупок, продаж и так далее. Комиссия. Amazon 15%, да? Такая ну, от 15% от комиссии 15, выше, да, от 15 и выше. Да, Shopify комиссия от 0,5% до 2%, в зависимости от того, какой ты выбрал тарифный план. И самое главное, на самом деле, о чем вспоминают любые ребята, которые сравнивают Amazon и Shopify, они говорят, ну, на Amazon как бы есть внутренний трафик, на Shopify нужно заниматься внешним. Ну опять вот же, у меня здесь как раз два вопроса. Да, то есть первый это вот про внутренний трафик, да. Почему все начинают бизнес в e-commerce? Ну, не все, а многие начинают именно с Амазона, потому что тебе не нужно думать о шиппинге, тебе не нужно думать о внешнем трафике, ты просто создал правильный листинг и типа в шоколаде. Окей. Но тебе, опять же, для того, чтобы, если мы уже возвращаемся к логистике, тебе для того, чтобы отгружать, да, нужно сначала физический товар завести куда-то, на тот же FBA. Да. Или на преп-центр. Да. В чем разница? Ты точно так же можешь завести как бы на Amazon FBA или оттуда отгружать, либо на любой другой fulfillment сервис. Даже если у тебя нет пока 10 заказов, пожалуйста, там только в США как минимум несколько десятков fulfillment сервисов, которые готовы с тобой работать. В том числе и там преп-центры, известные в Амазоне наши. Либо ты можешь в том же Shopify покупать шиппинг-лейблы со скидкой до 80%. Шиппинг-лейблы там UPC, USPS. Shopify дает такую возможность. Вот, и с этими шиппинг-лейблами там отгружать с какого-то своего адреса в Штатах, если есть такая возможность. Если нет, окей, там есть твоя локальная почта, есть консолидация, да, для тех, кто там живет, вот, например, в Украине, и ты можешь ей отправлять. Но трафик – это важно. И смотри, тут есть определенные оговорки. Значит, оговорка номер раз. То есть ты не хуже меня знаешь, как много сейчас внимания Amazon начинает уделять внешнему трафику, да, и, собственно, мотивировать продавцов вести своим внешним трафиком. И все больше и больше ребят, которые вот к нам пришли, продавая на Amazon, они говорят, что внутреннего трафика на сегодняшний день не хватает, если ты действительно хочешь развивать свой бизнес. Поэтому так или иначе ты уже должен работать с внешним трафиком. И тут большой вопрос, куда его вести? Вести его как бы на Amazon, где у тебя еще там 15% заберут, да, или вести его на свой собственный сайт, где у тебя это там обойдется существенно меньше. Ну да, и здесь, конечно, очень большой момент, что человек, ты заплатил за этот внешний трафик, человек зашел на Amazon, но купил не твой товар, а конкурента, потому что он там абсолютно. Similar products, да, то есть оно да. внизу там или справа, слева, где угодно может появиться похожий товар, ну, типа, получше цене.
Да, и даже если он купил у тебя, то ты все равно не знаешь, кто у тебя купил, да, и ты его там у тебя ограниченные возможности для того, чтобы продать ему еще раз, еще раз, еще раз. Это оговорка, которая существовала всегда. В этом году появилась новая оговорка. Я бы сказал, что это вообще там game changer. То есть это ситуация, которая меняет рынок электронной коммерции, ну, наверное, там, с ног на голову или наоборот. И если хочешь, мы о ней обязательно поговорим чуть позже. Да, Фишка в том, мы что... поговорим, давай, Да. да, мы сейчас об этом чуть позже поговорим. У меня сейчас есть еще, то есть еще один поинт, Мгм. который я бы назвал преимущество Амазона перед Shopify. И вот Давай. я хотел с тобой об этом поговорить. Это доверие, потому что Окей. когда ты заходишь на Amazon, да, ты можешь любой товар вернуть, что угодно с ним сделать, не вернуть, отправить пустую коробку, все что угодно, ну, то есть мы все это знаем, да, вот. Мгм. А когда ты заходишь на какой-то странный Shopify, я живу в США, я знаю, о чем Мгм. я говорю, я захожу на сайты, и если я вижу товар, ну, какой-то сайт с интересным для меня товаром, то первое, что я сделаю, я посмотрю аналог на Амазоне, потому что у меня в голове отложено, что там у меня Мгм. гарантия цены, качества, возврата и прочие истории. Мгм. Вот. Абсолютно, абсолютно. Есть такой момент, и это действительно преимущество Amazon. Однако, опять же, оно нивелируется сейчас теми событиями, о которых мы поговорим чуть позже. Это раз. Мгм. Второй момент заключается в том, что, знаешь, вот такая супер лояльная политика в отношении покупателя, там, возвратов и всего прочего, это штука, которая может быть хороша для покупателя, но не очень хороша для тебя, как для продавца. Абсолютно согласен. Просто мне кажется, и там есть перегиб. Потому что когда Да, Amazon, да, да. Amazon перегибает в сторону покупателя, но если ты будешь продавать сам, то ты скажешь, да пошел ты, я тебе все равно ничего не верну. Или верну через полгода. Ну, то Ну, есть ты таких знаешь, случаев очень много. И да. единственное для меня, как для покупателя, то есть что бы я сделал, если мне нужно покупать вот на таком сайте? Я куплю с кредитки, а все мои кредитные средства с кредитной карточки, они все застрахованы. Я позвонил в банк, и мне завтра деньги вернули. А там дальше банк уже разбирается как хочет. То есть это вот как запасной вариант. Ты знаешь, это правда. Есть, правда, момент следующий. Сейчас многие сайты на Shopify, они Мгм. достаточно хорошо идентифицируются подключением Shopify Payments и вот маленьким значком, да, там Shop Pay. То есть это уже некий там символ трастовости. Второй Мгм. момент. Ты всегда можешь добиться хорошего уровня трастовости, работая с отзывами и публикуя эти отзывы у себя как бы на сайте. И это действительно работает и повышает серьезное доверие к твоему сайту, несмотря на то, что все мы знаем, да, какие там могут быть манипуляции с отзывами на Амазоне. В Ну, случае да, с сайтом там история если уж я немножечко знаю, как другая. манипулировать отзывами на Amazon, то на Shopify я точно знаю, как манипулировать. А, Если, знаешь, вот уже если углубляться, на Shopify тоже есть разделение verified, не verified отзывы. Мгм. Да? Вот. И есть еще момент с тем, что рейтинг твоего магазина, составленный на основании отзывов, может и по большому счету должен отражаться в Google, как в твоих рекламных объявлениях, так и там в результатах органического поиска. И Мгм. если уже человек к тебе заходит там через Google, да, то он, в общем-то, может на основании твоего рейтинга в Google составить о тебе достаточно четкое мнение, в том числе Мгм. и уровень твоего доверия. Поэтому мы, когда запускаем какие-то проекты, мы уделяем этому огромное внимание, чтобы трастовость вызывалась не только внешним видом сайта, не только там условиями Мгм. возврата, но Мгм. и максимально быстрым набором отзывов и отображением отзывов и рейтингов в поисковых системах, там, в Google в первую очередь. Окей. Окей. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какая-то синхронизация между Shopify и такими платформами, как, ну, я не знаю, как Reddit, как, ну, то есть там, Мгм. где о тебе могут говорить? Ну, то есть вот я создал сайт, и Мгм. мне нужно, чтобы обо мне говорили, что у меня там качественная доставка или, ну, то есть писали обо мне отзывы, ну, можно сказать отзывы, да, но не так, чтобы я их публиковал, потому что это сразу вопрос именно про доверие, Мгм. да, может, я там что-нибудь от себя сейчас напишу, да, а вот, Мгм. может быть, есть какие-то сервисы, которые можно чек-траст, ну, какой-то чек-траст вот к такому производителю, то есть где можно проверить.
Есть какая-то идея или нет пока? Смотри, значит, во-первых, то, что касается тех же самых отзывов. Отзывы собираются и публикуются сервисами, заслуживающими доверия. То есть, в первую очередь, там это тот же самый Trustpilot, например, да, Мгм. или Judgme. То есть это уже какие-то известные штуки, или там Yotpo, которые среди людей, совершающих покупки вне Амазона, в общем-то, достаточно уже как бы известны и популярны. Если про Reddit говорит, с Reddit интересная история. Можно Reddit использовать как один из каналов привлечения, знаешь, таких лидеров мнений. Но на Reddit очень прикольно работает штука с запросом обратной связи. А, Ты вот как человек, который живущий в США, да, ты знаешь, как бы, о чем Reddit. То есть Reddit это не про продажи и не про рекламу. Нет, Reddit это это вот совершенно не про про продажи, общение. это про Да, рекомендации. То есть это про это вот, рекомендации. И вот да. ты как владелец тогда магазина приходишь на Reddit, да, там вот в сабреддиты, где тусуются твои потенциальные покупатели, и говоришь прямо, чуваки, я создал магазин. Он продает вот то-то, то-то и то-то. Дайте обратную связь. Что вам нравится в моем продукте? Что бы вы сделали по-другому? У нас есть клиенты, которые выпускали мужскую косметику. Они принципиально даже первый свой продукт разрабатывали после того, как они полгода тусили по таким сабреддитам, предлагали варианты дизайна, варианты там запаха, упаковки, дозаторы и все прочее. То есть они создавали продукт на основании вот обратной связи потенциальных потребителей из Reddit. Мгм. Окей. Поэтому Reddit прикольная штука, ну, как бы с оговорками, и если ей пользоваться, в общем-то, не для раскрутки, не для продвижения, а для того, чтобы получать вот такую вот обратную связь. Окей. Мгм. Окей, хорошо. Тогда давай перейдем вот ко второму вопросу, именно про Shopify и Google, да? То есть Мгм. Google, чем мне нравится Google, это тем, что у них огромное количество сервисов, которые они запускают регулярно, и то же самое, они закрывают эти сервисы, можно вспомнить много сервисов, которые они Много, закрыли, да. потому что эти сервисы не зашли. Как мне Мгм. кажется, ну и я думаю, что ты мне здесь согласишься со мной, что Google Shopping не зашел. Ну, то есть он не работает, я не покупаю Google через Google Shopping. Ну, мне вообще это мне не прикольно, мне не приколен дизайн, мне не прикольно оформление, мне не прикольно Мгм. описание этих товаров. То есть мне неудобно это покупать, оно для меня не работает. И я не знаю, ну, наверняка кто-то покупает через Мгм. Google, но я не покупаю, потому что это fully uncomfortable, ну, вот какая-то такая Мы история. сейчас говорим о рекламе Google Shopping или о функции Buy on Google? То есть А, ты говоришь о том, что ты видишь рекламное объявление в Google с картинкой и ценой товара и да. переходишь на сайт, или мы говорим о том, что ты прямо в поисковике Google совершаешь покупку? Ну, когда я вижу, нет, когда я через Google вижу какое-то предложение, и я перехожу, но там же на сайт сразу, на сайт продавца, то есть он Да. через поиск выдает на продавца, да, это прикольно, особенно когда тебе нужно там купить картридж для какого-нибудь совершенно уникального принтера, и ты его нигде не можешь найти. Мгм, мгм. Это круто. Вот, Это да. но когда вот именно из платформы, из-под Гугла что-то продается, я ни разу не покупал. Ты знаешь, это, наверное, вот такой тренд, который всегда возникает в чем-то новом. Мгм. Сложно говорить о том, там, зашло, не зашло на основании там, личного опыта всегда. И я там, сам Согласен. себе не доверяю личному опыту, поэтому я стараюсь смотреть на цифры. Те цифры, которые мы видим по нашим кастомерам, то мы видим, что они, воспользовавшись Buy on Google, Мгм. начинают зарабатывать, то есть начинают не просто зарабатывать, да, там в разы больше, чем по сравнению с обычной рекламой Google Shopping. Мгм. Они это делают с большей прибылью. Потому что Buy on Google, да, это не только про рекламу, это в органике у тебя как бы Мгм. появляются эти объявления, эти листинги прямо на Google. Второе, ты же платишь нулевую комиссию Google за продажу, да, то есть ты ничего ему не оставляешь вообще. И есть тренд на увеличение. То есть если, Окей. скажем, там Ага. год назад, когда это только-только вот там появилось первое, да, там, во-первых, выбор был такой, мягко говоря, не Очень широкий. скучный, да. Да, очень скучный. И был определенный perception, что там не всегда могут быть качественные товары. И если, может быть, помнишь, где-то
Ну, это вот коснулось, конечно, в первую очередь там продавцов в своих собственных магазинах. В конце прошлого года, в начале этого года там был большой бан Google Merchant центров, да, то есть вот твоего аккаунта в глобальном каталоге товаров Google, назовем это так, для тех, кто не знает, что такое Это, Merchant ну, Center. я не в курсе, это расскажи подробнее. А, Тебе для того, чтобы продавать в Google Shopping, либо рекламироваться в Google Shopping, либо продавать в поисковике Google, тебе нужно загрузить свои товары в глобальный каталог Google, который называется Google Merchant Center. Мгм. Вот. При помощи Shopify это сделать просто технически, но в какой-то момент стало сложно получить одобрение со стороны Google на публикацию этих товаров в этом глобальном каталоге. То Мгм. есть Google твои товары рассматривал, еще и тебя рассматривал. И Google тогда вот провел огромную чистку, то есть они убрали всех там вот китайских как бы там ноунеймов, всех вот подозрительные аккаунты, ну, многие как бы под нож попали, и поэтому сейчас уровень и качество тех товаров, которые представлены вот в Google Shopping и там Buy on Google, он на порядок выше, чем тот, который был там, наверное, год назад. Это первое. Второе, Мгм. получается, что те, кто вот имеет действительно свой хороший продукт, да, кто вот там не пытается надурить каким-то образом своих клиентов с ним, вот эти ребята начинают в органике зарабатывать как минимум не меньше, сколько же и в платной рекламе. И вот тут вот мы как раз, знаешь, переходим с тобой к тому моменту, когда э, внешний и внутренний трафик начинают быть одинаково важны как для бизнеса на Amazon, так и для бизнеса с Shopify, только это уже не просто бизнес с Shopify, это уже бизнес Google. И фактически в Google мы наблюдаем, знаешь, вот такую ситуацию, которая была там на Амазоне, наверное, лет 10 назад. Когда, в общем-то, ну, уровень доверия к Амазону как источнику покупок и продаж, он тоже был, ну, назовем так, волатильный, да, он там Мгм. не такой, как сейчас. И тоже нужно было какое-то время для того, чтобы люди стали доверять ему. С одной стороны. С другой стороны, вот если сейчас любому продавцу на Amazon прийти и сказать, ты знаешь, у тебя нет, конечно, стопроцентной гарантии, но у тебя шанс зайти на потенциально новый вот marketplace, где низкая конкуренция, где можно зарабатывать, можно заходить с такими же ресурсами, как, допустим, заходить на Amazon 10 лет назад. Ну, то Ты есть вообще продавец на ничего не Amazon. надо. Два отзыва сделал, и два отзыва прикрутил, и пошли продажи. Ну, на порядок реально меньше стоимость запуска бизнеса, да, в Google, чем на Amazon. Мгм. Особенно если ты используешь Shopify. Почему особенно если ты используешь Shopify? Потому что между ними очень хорошая интеграция, очень хороший коннект. И Google фактически, он даже тебе дает буст, если у тебя магазин на Shopify, и дает там определенный, ну, более высокий уровень трастовости. О близком партнерстве Google и Shopify может даже говорить тот факт, что вот сейчас в Buy on Google, да, ты можешь Мгм. оплатить товар двумя способами. То есть либо PayPal, либо с использованием чекаута Shopify Payments Мгм. картой. Больше никак. Мгм. Подожди, тогда мне объясни. У нас тут два вопроса появилось. Сейчас, ребят, сейчас я выведу на экран, задам. Вот объясни мне, в чем интерес Google? То есть сейчас Google просто запускает, типа дает бесплатно. То есть на чем здесь зарабатывает Google? То есть ты выставляешь Мгм. товары на Google, Google их помогает тебе в продаже, ты получаешь напрямую деньги, Google не зарабатывает ничего. Где тут интересы? Или это просто для старта, для того, чтобы построить модель? Ну, и так, и так. То есть я более чем уверен, что это временная ситуация, когда Google берет нулевую комиссию за продажу. Мгм. С другой стороны, смотри, ну на чем зарабатывает Google? Давай с этого начнем. Львиную долю, более там, На 80%, рекламе. он зарабатывает на рекламе. И тут появляется такой игрок, который называется Amazon PPC. То есть если ты продавец, у тебя ограниченный рекламный бюджет. Ты можешь его потратить на там, PPC на Амазоне, ты можешь потратить Мгм. его на рекламу в Google. И получается, что Amazon со своим PPC начинает отгрызать куски рекламных бюджетов у продавцов, да, у ребят, которые занимаются e-commerce бизнесом. Соответственно, Google такая ситуация, мягко говоря, не нравится, и он начинает искать варианты для того, чтобы вернуть покупателей, а Бюджеты. следовательно и вернуть продавцов на свои ресурсы. Ага.
Вот отсюда родился сначала просто Google Shopping как рекламный канал, да, как, ну, как формат рекламных объявлений. Мгм. Он зашел очень хорошо, потому что он по эффективности, ну, где-то в 2-3 раза эффективнее, чем контекстная реклама. Для того, чтобы продать одну единицу товара, тебе денег нужно потратить там в Google Shopping в 2-3 раза меньше, чем просто в контекстной рекламе. И Google тогда уже стал развивать идею создания из закладки шопинг вот такого как бы виртуального маркетплейса. Естественно, он заинтересован в том, чтобы там было много качественных продавцов с качественными товарами. Поэтому ну, Для того, чтобы потом им усилия, продавать ресурсы, дополнительный сервис. да, потому что потом, ты знаешь, когда ты начинаешь как бы получать продажи в органике в Buy on Google, ты там рано или поздно задумаешься о том, что, а если я еще буду рекламироваться в Google Shopping, то, наверное, мои продажи еще будут выше, еще интереснее. Ну и наоборот, ты рекламируешься в Google Shopping, думаешь, почему бы мне не попробовать еще и бесплатно, вот на бесплатных объявлениях продаваться? Да, согласен. Сейчас я выведу тут пару вопросов. Да, мы подпали под бан GMS, Мгм. причем с формулировкой, как будто мы мошенники, общались 3 месяца и также непонятно сняли бан. Ну, Ага. круто. Да, ребят, поздравляю, что как бы удалось снять бан. Вот, это достаточно серьезный был челлендж. Сейчас, когда мы хоть запускаем какие-то бизнесы, да, хоть ведем там небольшими группами тренинги по запуску бизнеса с Shopify, то чек-лист, как не попасть под бан, да, и какие требования, собственно, у Гугла, формальные, неформальные, озвученные, не озвученные, это важный пункт, важный момент для начала любого бизнеса Ну, вы на помогаете Shopify, вот если... с этими банами? Вы помогаете с этими банами? То есть есть у вас какой-то алгоритм, как у нас есть в Амазоне отдельные люди, которые занимаются разбанами. Все мы их Нет, знаем. нет. Мы, смотри, мы помогаем не попасть под них. Окей. Вот. Мгм. А если вы уже как бы попали, то мы можем просто там подсказать, в какую сторону нужно двигаться и бежать. Ага. Но такой вот индустрии, скажем, разбанов, как на Пока еще нет. Амазоне, ее нет. И не факт, что ее нет из-за количества разбанов. Я думаю, что ее еще нет, Мгм. потому что процесс разбана, он, ну, как бы достаточно документированный и прямолинейный. То есть либо ты там Понятно. просто стучишься и бьешься в поддержку, да, либо ты, либо ты просто запускаешься с нуля, включая там изменение доменного имени и всего-всего прочего. Понятно. Окей. Фактически там новое делаешь. Следующий вопрос. А насколько продажи увеличиваются в среднем, если подключить магазин купить на Google Shopping? Если мы говорим о том, что вы вообще не использовали там Google Shopping как таковой, то в принципе это, конечно, Я так сильно... понял, что он пишет, что я про Buy on Про Google. Buy on Google, да? Да. Окей. Это зависит от товара, зависит от того, какая конкуренция вот в Buy on Google с вашим продуктом, естественно. Но если вы как бы проработаете с Buy on Google хотя бы там пару-тройку месяцев, то я могу сказать, что у вас как минимум будет там от 30 до 100% рост в продажах. Окей. Окей. Дорогие друзья, мы тут просто увлекаемся, поэтому вы пишите сюда в комментарии все ваши вопросы, мы на них обязательно ответим и чуть позже к этому вернемся. Смотри, еще я тебе вот какой вопрос хотел задать. Если мы говорим про... Так, подожди. Про, про Google Shopping и про Amazon. То есть Мгм. Amazon есть там США, Канада, Amazon есть там Мексика, и Amazon есть Европа и так далее. А есть ли вот такой же таргет в Google Shopping? То есть если я как американская компания, но я указываю, что я могу доставить там в Японию, в Гондурас, куда Мгм. угодно, выдача будет похожая или она все-таки будет на Google.com, на Google, Google там, в других регионах она будет разная? И мои товары, или можно показывать их везде? Ну, то есть это объединение или все-таки как с Амазоном, это разные маркетплейсы? А, Ты знаешь, это зависит от того, как ты настроишь таргетинг. То есть как ты настроишь... Если мы говорим про Google Shopping как рекламу, то это зависит от того, какой ты настроишь таргетинг. И ты можешь Это вести понятно. там А если один... Google Да. Shopping как А вот Buy on таргет, Google, да, если мы buy on говорим Google. о Buy on Google, то на сегодняшний день эта функция доступна в США и А, в качестве эксперимента во Франции. окей, понятно. Значит, пока еще просто нету. Да. Просто пока нету глобального рынка.
для этого. Но Да, то есть вот но исключительно как бы... во Франции можно увидеть американский товар, или ты не знаешь пока еще? Во Франции на самом деле достаточно сложно пока попасть вот там в Buy on Google, и во Франции, в отличие от США, все-таки Google как раз берет там небольшую комиссию. Вот. Ну там вау, Скажем так, вся вот да, эта да. история, да. И ты знаешь, большой на самом деле вопрос, а нужно ли тебе, находясь в США, да, и продавая в США, там, продавать еще во Франции. Потому что тут в первую очередь возникает вопрос языка. И поскольку Buy Ну, on Google это в любом случае о поисковых запросах, то, соответственно, тебе как минимум там title, да, description продукта и все прочее нужно переводить на французский, а как максимум и посадочную страницу, куда тебя там ведет. Если ты Есть же продаешь на французском. одноязычные, сайты, регионы, я имею в виду, США, Канада, Великобритания, Да, Монако, да, там да. английский язык, да, огромное Мгм. количество стран, где, там Австралия, тоже английский язык, да, но в Амазоне, ты понял, да, в Амазоне Да, я понял. рынок отдельно, а здесь, может быть, есть какая-то другая идея, нет? Как ты думаешь? Насколько я знаю, да, то эти страны, ну, по странам не будет разделяться. Можно будет просто в таргетинге, да, у себя в мерчант-центре там указывать, на Мгм. каких странах ты хочешь показываться. Окей. Вот. Но как это будет реализовано в конечном счете, ну вот мы Пока сейчас понятно. общаемся там с ребятами из Google, да, по поводу того, как это, в какую сторону будет развиваться. К Мгм. сожалению, там значительная часть этого общения, она там под non-disclosure agreement, но Ну, вот я понимаю, что если вообще ты хочешь существовать как e-commerce бизнес и не быть закрытым в рамках Amazon, у тебя, собственно, осталось пару месяцев, чтобы зайти. Потому что со следующего года будет сложно зайти не только потому, что постоянно растут требования, а это будет сделать гораздо дороже. И уровень конкуренции будет просто как бы запредельный. Ну, будет приближаться уже, наверное, к амазоновскому. Тут, знаешь, вопрос в том, успеешь ли ты застолбить за собой место. А место можно застолбить вот сейчас, конец Q3, Q4. В следующем году будет это сделать очень сложно. Те ресурсы, которые Google вот сейчас туда вкидывает, то, что они хотят сделать уже либо к концу этого года, либо в начале следующего, вот для меня это серьезный там геймченджер. Во всяком случае, в любом случае, если ты продаешь на Shopify, ты мимо этого никак не пройдешь. Если ты продаешь на Amazon и мгм. хочешь увеличивать свою прибыль, тебе тоже придется туда идти. Я понял. Слушай, для меня на самом деле, то есть, когда я ищу что-нибудь в интернете, я, разумеется, захожу на Google, но Мгм. сразу стараюсь идти в сторону там третьей, четвертой страницы, потому что Ух ты. Google для меня перестал быть поисковиком, Google для меня все-таки некая платформа продаж, потому что вся первая страница упичкана рекламой, и вся первая страница выдачи, она тоже типа а-ля SEO-шная, Мгм. все под рекламу, да? Вот, Мгм. и как мы делаем, ты знаешь этот лайфхак, для того, чтобы найти нормальный товар на Amazon по хорошей цене, нужно ты Мгм. забить поисковый запрос и уйти в 10-ю страницу. Ты найдешь хороший такой же товар, но цена может быть намного ниже, потому что она как бы, это 10-я страница, туда никто не ходит. Это такой, типа, а-ля Э, лайфхак. Слушай, ну, наверное, вот в случае с Гуглом я такого лайфхака, честно тебе скажу, не знаю, да. Да, И окей. здесь, мне кажется, есть, знаешь, такой элемент профессиональной трансформации, да. Все-таки как Мгм, бы не все настолько глубоко погружены вот в особенности e-commerce, да, и в особенности продаж там на Amazon, как мгм. это мы с тобой, да. И Ну да. если, опять же, опираться на цифры, я четко знаю, если мы выводим наших клиентов на первую страницу Google в органике, в органических Мгм. результатах поиска, ну, соответственно, у них там продажи на порядок выше, чем если бы они были там на второй, третьей, четвертой. Вот Согласен, есть такая согласен, статистика, да, поэтому согласен. хорошо, если что есть очень умные люди, вот, и хорошо, что есть просто покупатели. Да, просто покупатель. Так, у нас посыпались вопросы. К концу нашего уже эфира посыпалось много вопросов, поэтому я буду задавать их, выводить их друг за дружкой. А, Артем спрашивает. Много разных тем есть на Shopify и платные тоже. Как выбрать именно ту самую? Выбор темы влияет на продажи? Выбор Хорошо. темы влияет на продажи очень сильно. А,
для того, чтобы, когда мы выбираем темы нашим клиентам, значит, на что мы ориентируемся? Первое, на скорость работы этой темы. От того, насколько быстро грузится ваш сайт, напрямую зависят ваши продажи и эффективность вашей рекламы. Google, например, если он дает оценку скорости вашего сайта менее чем 20 из 100 условных баллов, он просто ее принудительно повышает, понижает в органической выдаче. Поэтому первое, мы смотрим, насколько быстро работает тема. Второе, если в этой теме функционал, то есть красивые какие-то или там функциональные секции, блоки, которые нужны нашим клиентам. Кому-то нужна там секция с видео, кому-то она не нужна. Третье, на что мы смотрим, есть какая поддержка от разработчика этого темы. И четвертое, самое главное, мы никогда не используем темы, которых нет в официальном магазине тем Shopify. По нескольким причинам. Во-первых, не факт, что они работают корректно. Даже более того, скорее всего, они там будут работать некорректно, и ты будешь вместо того, чтобы заниматься бизнесом, пытаться ее починить. Значит, второе, даже если она внешне работает корректно, бывает так, что из-за своей разметки она передает некорректные данные в тот же самый Google Shopping, а это может повлечь за собой бан как минимум. Третье, как правило, у них очень низкая скорость загрузки, вот у тем, которых нет в официальном магазине Shopify. Любой из этих причин достаточно, чтобы отказаться от них, от вот тем, которые можно купить там на 5 рублей килограмм, и сфокусироваться только на темах в магазине Shopify. Есть несколько разработчиков, которых мы рекомендуем по темам. Это Pixel Union, Out of Sandbox и Archetype. Это так, если уже углубляться. Скажи, тут вопрос от меня в данную тему. Ведь тем, понятно, тем, на которых можно сделать сайт, очень много. Вот. Но есть же сейчас тренды, да, то есть если раньше делалось все ярко, с какими-то там разводами там, и заморачивались, да, то теперь чем более белый у тебя экран, минималистичный. Да, то есть абсолютно минимализм. То есть вот белый экран, картинка, заголовок красивым шрифтом. Ну, то есть даже не красивым, я бы сказал. То есть если тебе напишут какой-нибудь... Да, это будет некрасиво. Да? То есть мы не в художественную галерею пришли. Вот, мы пришли покупать. То есть, вот этот вот уровень минимализма. То есть фактически, как мне кажется, нужно выбрать просто одну тему и на ней делать все сайты, потому что все идет к белый лист и фотографии там и эти. Ну, какие-то блоки, там, видео надо или не надо, это уже другой вопрос. Но фактически все вот одна тема, то есть шапка, заголовок, футер там и так далее. Нет? Ну, во-первых, все-таки каждый клиент хочет, знаешь, некого там разнообразия или, точнее, скажем так, уникальности, да? Это поэтому все равно... Но это, мне кажется, это уже ушло, это не надо никакого... Нет. Не прав? По поводу минималистичности я с тобой согласен. Вот, по поводу уникальности внешнего вида, ну, как бы с оговорками. Смотри, тут выбор тем, на самом деле, еще очень важен именно по функционалу, который не всегда виден вооруженным взглядом. Ну, например, есть темы, которые разработаны и адаптированы под большой каталог товаров, где вот должно быть какая-то там система работы с фильтрами, да, там категоризация. Вот. А есть темы, которые разработаны с учетом того, чтобы продавать в монопродуктовом магазине. Вот у тебя один продукт под Kickstarter, наверное, да, какой-то вот очень крутой, который там стоит у тебя $400, но ты больше ничего кроме него не продаешь. И функционал их уже немножечко как бы отличается. Поэтому сложно подобрать, наверное, одну тему под все, но вот есть, все равно есть набор, наверное, 3-5 тем, которые вот самые популярные, да? До 10. Вот проверены. И еще одна проблемка. Вот в связи с тем, что Shopify обновил конструктор сайтов, и он теперь имеет больше возможностей, они заодно обновили, как-то правильно сказать, так чтобы было понятно, архитектуру работы тем. Они теперь работают по другой технологии, создается вот финальная версия HTML. С одной стороны, они стали быстрее там процентов на 50-70. С другой стороны, вот все разработчики тем сейчас сидят и колбасят новые версии. Вот, новую архитектуру.
Да-да-да, И подожди. Окей. поэтому тут, знаешь, с оговорками нужно смотреть, что даже если эта тема там была супер и классная там в предыдущей версии, то вот нужно Мгм. смотреть, как она себя проявит в новой. Слушай, мы с тобой пропустили один вопрос по поводу минимальной продажной стоимости товара. Да, у меня просто тут вопросов еще от зрителей. Давай. Это Давай. сюда, да? Да, да. Значит, Мгм. я зачитаю. Спрашивают ребята, какая минимальная продажная стоимость товара, ниже которой экономически нерентабельно продавать, чтобы там делать рекламу, гнать трафик и так далее. Мы считаем, Ну, на Амазоне это что $12. в Shopify выше. В Shopify вот sweet spot это где-то от $50 до нескольких сотен, где-то вот до 300-400. У нас есть клиенты, которые продают и выше, и ниже этих пороговых сумм. То есть есть ребята, у которых там средний чек составляет 1500. Вот. Но они за год сделали, соответственно, около 2 миллионов. Мгм. Есть кто продает товары там по $20-30, но они либо объединяют их там в какие-то бандлы, либо продают их по подписке, да, и тем самым там повышает средний чек. Окей. Поэтому вот с оговорками, но идеально, когда у тебя товар от 50 до нескольких сотен долларов. Если он ниже, там, А. до 30, до $25 можно продавать, нужно просто каждый раз тогда смотреть на результаты анализа и на конкурентов. А причина почему? Это вопрос шиппинга, что типа будет дорогой шиппинг и поэтому невыгодно продавать такие товары? Или что? Почему невыгодно? Вопрос шиппинга. Вопрос в том, что на старте у тебя будут все-таки высокие затраты на то, чтобы продать одну единицу продукта, если его еще никто не знает. Ну да. Вот. И вопрос в том, что с кем ты будешь конкурировать. Понимаешь, когда ты приходишь там в тот же самый Google, и твой товар продается по еще там 158 покупателями, ну, Мгм. продавцами, ну, тебе тяжело как бы влезть в них со своим рекламным бюджетом, а рекламный бюджет у них может быть огромный. Или они за счет своего бренда, за счет своей известности могут вылезать исключительно на органических продажах, вот, а там платно делать, не знаю, только какой-то ремаркетинг. Поэтому причин может быть много. Ну вот Мгм. просто опираясь, знаешь, там на опыт этих 500 проектов наших, я Мгм. могу сказать, что идеально выстреливают те, которые от 50 до нескольких сотен, но бывают исключения. Ну, да, я даже, наверное, с тобой согласен с точки зрения покупателя, потому что если это какой-то тот товар, который мне действительно нужен, то, наверное, я его Мгм. куплю на другом сайте. Да, да, А да, если да. это товар массового спроса, какие-нибудь ручки, я не знаю, то, конечно, я его Да, куплю скорее давилка на для Амазоне. чеснока, ну вот как бы такую Да, мелочь, да, уже. чеснокодавка, на которой все учились, да, то есть это, скорее всего, я ее куплю именно на Амазоне, а не наш Это сайт на Shopify. та же самая ситуация вот с оффлайновыми магазинами, да. За мелочью ты пойдешь в какой-то там, не знаю, большой магазин, да, Ну, какой-то там Staples, да, там мол, да, да, какой-нибудь, да, за да, где ручкой там пойдешь в возьмешь и Staples. все это купишь целиком. Но если тебе нужно там купить, не знаю, там байк какой-то, да, там, то ты уже, наверное, То ты пойдешь в пойдешь в специализированный специализированный магазин. какой-то магазин. Согласен с тобой, согласен. Да, это важный поинт. То есть ты говоришь о том, что Shopify для тех товаров, которые от $50, ну, в идеале, да? В идеале, да. Окей. А, Так, давай дальше смотреть. Можно ли получить от Google товар, если бан, если продавать товар с лого Apple? Чехлы для телефонов. Так, подожди, давай Ну, я выведу на экран давай, вопрос, давай. что Так проще будет, согласен. люди не видят. А, так, да. Вот вопрос от клиента тоже, Артем. Можно ли Можно. получить от Гугла, можно ли бан получить от Гугла, если продавать с лого Apple чехлы для телефонов, например, да? Да, да, можно это сделать. И, скажем, сегодня, скорее всего, бан вам прилетит за такое. Начиная с 21 сентября у Google будет немножечко другая система банов. Они будут работать, знаешь, как в футболе, с желтыми и красными карточками. Сначала Это не предупреждать будут, относится да? да, это там не относится к Merchant центру, относится к Google Ads, но в любом случае, если ты будешь пытаться продавать товар там с интеллектуальной собственностью какой-то другой, то Мгм. тебе сначала придет грозное предупреждение и дадут тебе срок на то, чтобы исправиться. С первого раза, если не исправился, они на втором предупреждении отключают тебя на несколько дней,
и на третий раз тогда уже отключает окончательно. Okay. Вот. Но если вот про лого Apple, то да, шансы Ну, то есть практически это нельзя. 100%. Ну, ребят, давайте не будем, давайте будем жить по американским правилам и будем стремиться именно к американской модели. Дайте, пожалуйста, ссылку, где более детально почитать про техническую часть подключения магазина к Buy on Google. Есть у тебя какой-то... Смотрите, да? значит, если как бы говорить там про совсем-совсем детальную инструкцию, то у нас она есть как часть там курса про бизнес Shopify. Если говорить в общем, как это можно узнать самостоятельно, значит, во-первых, я в качестве источника знаний очень настоятельно рекомендую shopify.com и /blog. То есть такого количества там бесплатного классного материала, пусть и на английском языке, я как бы не вижу нигде. Но детальные инструкции по поводу Buy on Google я, честно говоря, там не помню. Если вы зайдете на наш сайт, вот просто загуглите у меня под изображением, да, под картинкой есть Xteta Consulting, можно загуглить Xteta Consulting, попадете к нам на сайт и напишите в чат, который у вас открывается на сайте, ваш запрос. Я постараюсь вам найти какую-то прямую ссылку на более-менее детальную инструкцию, которая есть там в свободном доступе. Окей. Следующий вопрос. Еще вопрос про рекламу Microsoft Bing. Стоит ли подключаться, в каких странах и какой процент по сравнению с Google? Подключаться стоит, если вы продаете и таргетируетесь по территории США. Больше как бы ни в одной стране. По США имеет смысл. Более того, скорее всего, это будет для вас с точки зрения возврата инвестиций интереснее, чем Google. По количеству запросов на разные товары по-разному, но следует ожидать, что в Bing будет от 10 до 20%, если сравнивать с Google. Окей. Следующий вопрос. Сквозную аналитику какую можно подключить к Shopify? Google Analytics, версия Universal Analytic. То есть Google Analytics подключается абсолютно, да, причем подключается очень легко и просто, без настроек там всяких конечных страниц и прочего всего. Буквально, так сказать, достаточно скрипт ставить. Окей. И еще у нас сравнить Amazon с Shopify, это как теплое с мягким. Александр, приветствую. Рад видеть. Да, Саша, привет. Ну, фотографию его, по фотографии все знают. Да. Да. У них общее... У меня есть что ответить тоже. Давай. Ну, у меня коротко, да. Я думаю, что просто и то про продажи. И то e-commerce бизнес. Ну, да, я согласен. Я еще хотел бы от себя добавить, что, на мой взгляд, Shopify с Google имеют перспективы намного больше, как это было написано в анонсе, намного больше, чем Amazon, потому что все-таки Google отстал, потому что он все-таки про поиск, да, то есть есть же стандартная фраза, что ищем мы в Google, а покупаем на Amazon. Да, то есть это стандартная как бы история. Он отстал лет на 10, наверное, но объединение таких двух мегагигантских корпораций Google и Shopify, вот, которые, я даже не знаю, в области продаж, мне кажется, Shopify, на порядок серьезнее, чем Google, потому что все-таки, немножко другая специализация, да, вот, но их объединение с гугловским трафиком возможностей Shopify это намного более перспективная история, чем Amazon. Я с тобой согласен, что это, по крайней мере, интригующая история, да, и как бы нужно успеть в ней поучаствовать. Абсолютно верно заметил по поводу трафика. Амазоновский трафик, Amazon, знаешь, да, номер 4 в США, соответственно, его трафик где-то около 1,5 миллиарда в месяц. Гугловский трафик в США порядка 30 миллиардов в месяц визитов. Это цифры, которые, да, там в 20 раз выше, и само по себе это дает хорошие шансы. Я здесь хотел бы пошутить, знаешь, то есть 1,5 миллиарда амазоновского трафика, если убрать весь внешний трафик, за который платят продавцы отдельно, то будет еще минус 0,5 миллиарда, знаешь, потому что все продавцы
которые хотят развиваться, они все равно закупают внешний трафик. И вот этот вот, когда Amazon отчитывается, что у них 1,5 миллиарда трафика, то половина, ну, треть или даже половина, это трафик, который тот купили, трафик, за который вы заплатили, ребят. за который продавцы еще сами отдельно заплатили, кроме того, что заплатили Амазону. То есть это еще продавцы покупают, потому что e-mail трафик там, и так далее, а все, то есть платим мы, а результат получает Amazon, потому что он и свой трафик отчитывается за трафик, и данные покупателей это его покупатели, а не наши. Ну вот, как ты правильно сказал. Согласен. Абсолютно правильно. Очень развернуто, круто. Так. Хорошо, Жень, тогда скажи, мы будем уже закрываться, скажи, какие вы услуги оказываете и как ты можешь быть полезен всему нашему русскоязычному Amazon-сообществу? Давай, скажем так, мы работаем по 3 направлениям. Первое, мы создаем, собственно, магазин на Shopify любого уровня сложности, объединяет их только то, что они продающие. Второе, мы занимаемся продвижением. Любой способ диджитал-маркетинга, который может приходить в голову, это то, что мы делаем. Мы больше верим в то, что вокруг Google, но при этом мы работаем и с Facebook, и с Bing, и с лидерами мнений, и email-маркетингом, и выводим бренды от семейных, да, до крупных, типа как Fishing Planet, о которых там, я вначале говорил. Это второе. Третье. Если бы, знаешь, ко мне, когда я только начала работать с Shopify, пришел бы кто-то и сказал: Жень, там, можешь выложить пару сотен долларов, да, мы тебе от А до Я проведем, расскажем, там, как работает Shopify, как работает внешняя реклама, как делать магазин и так далее. Я был бы просто счастлив, что есть какой-то человек, и мне не нужно там набивать самостоятельно шишки. Поэтому в ответ, скажем, больше даже на запрос рынка мы делаем небольшими группами тренинги, которые длятся месяц, и по которым мы проводим от идеи до уровня, где ты уже знаешь четко, какая реклама работает для твоего продукта, и выходишь из курса с готовым магазином. Ближайший у нас будет 16 сентября. Информация по нем есть у нас на сайте. И единственное, что я могу сказать, наверное, ребят, для тех, кто потратил свое время и послушал, ну, наверное, там правильно какой-то подарок давать, да? Значит, ну, давай... если да, какой-то подарок, я думаю, что все будут счастливы. Да. Супер. Давайте так. Значит, мы делаем подарок, которым можно воспользоваться прямо сегодня, и можно воспользоваться до конца выходных. Мы даем, ребят, 20% на любой тариф по нашему курсу, который будет проходить. Чтобы их получить, просто напишите нам в чат на нашем сайте. И ты знаешь, я, наверное, там, воспользовавшись любезностью твоей, да. Давай я дам ребятам, выведи, пожалуйста, да, вот да, я вывел. Просто слепок контактов. Любой вопрос, который завязан по Shopify, по внешнему трафику, пожалуйста, пишите по контактам, которые здесь указаны, либо в нижнем правом углу QR-код, навели на него мобильный телефончик, выскочила, соответственно, ссылочка на сайт. И 20% скидки вы еще и получите на... Супер, соврал, не 20, я пожадничал, 30 мы даем. 30, вот вы хотите 30, да. Да. Вот, хорошо, что показали, а то был бы 20. Был бы... Ну, с этим кодом в любом случае было бы 30, но мы бы ввели заблуждение. Окей, хорошо. Договорились. Спасибо большое, Женя. Я очень благодарен тебе за твою информацию, за твое время. Мне было действительно очень интересно. Я думаю, что мы сейчас с тобой не один раз встретимся. У меня есть к тебе дополнительная тема, рожденная из сегодняшнего эфира. Уже отдельно с тобой в личке обсудим. А всем нашим зрителям еще раз спасибо. Обращайтесь к Жене. Не забудьте промокод, он был пару секунд назад. Вот. И увидимся с вами ровно через неделю. У нас будет не менее классный спикер. Мы будем говорить в следующий четверг в то же самое время, в том же самом месте. Спасибо большое и всем пока. Ребят, спасибо большое. Счастливо всем. Пока.